Приветствую вас на канале Киномейкинг. В этот раз на обзоре видеомикшер HVC 0402U от китайского бренда Avematrix. И если название Avematrix вам, скорее всего, ни о чем не говорит, то вы наверняка слышали про компанию Lilliput, известного производителя накамерных режиссерских мониторов, да и вообще жидкокристаллических устройств. Так вот, это все одна контора. Вообще, под маркой Avematrix выпускается довольно широкая линейка продукции. Это и USB-карты захвата, и конвертеры, коммутаторы, мультивьюеры и, конечно же, видеомикшеры. Одну из последних моделей которых мы в этом видео и рассмотрим. Познакомимся с ее функционалом, возможностями. И уж поверьте мне, в данном устройстве есть на что посмотреть. Для чего вообще нужны подобные устройства? В последние годы растет спрос на онлайн-вещание среди рядовых пользователей социальных сетей и популярных видеохостингов, блогеров, организаций, желающих проводить качественные презентации, конференции, коучинг в дистанционном формате. Можно, конечно, использовать веб-камеры, мобильные телефоны, с помощью карты захвата подключить свою фото- или видеокамеру к компьютеру. А можно пойти дальше и обзавестись таким видеомикшером, позволяющим подключать, как правило, от 2 до 4 камер, если мы говорим про бюджетные решения. Или не обязательно камер, это может быть, например, ноутбук с презентацией. С помощью USB кабеля вы можете подключить микшер к компьютеру и использовать его как веб-камеру с программами для конференций вроде Skype или Zoom. А благодаря стриминговым программам OBS Studio, vMix и подобным вести трансляцию на YouTube, Facebook, Twitch, VK, да куда угодно. И прямо во время трансляции вы можете переключаться между камерами. А еще добавлять графические элементы вроде плашек, логотипов и многое другое. Все это делает ваш контент ближе к профессиональному вещанию. Заинтересовались? Что ж, на рынке представлено уже немало подобных решений, и сейчас мы познакомимся с одним из них, с видеомикшером Avematrix HVC 0402U, который имеет ряд неоспоримых преимуществ перед своими конкурентами. И начнем знакомство с комплектацией. Поставляется устройство в такой коробке. Внутри сам микшер. Не могу не отметить качество сборки. Сделан из металла, прочная конструкция, довольно компактный. С нижней стороны пульт имеет стандартную резьбу, что дает нам возможность закрепить его, например, на штативе. В отдельной коробке кабель USB, USB Type-C. Блок питания 12-вольтовый с фиксатором на штекере, что защитит от случайного выдергивания. Штекер для разъема Талли. Он нужен для вывода световой индикации на камеры, чтобы было понятно, какая из них сейчас в эфире. Раз уж заговорили про разъемы, пробежимся по ним полностью. На задней панели у нас есть два аналоговых микрофонных входа, мини-джек, которые также можно переключить в режим линейных входов. 4 HDMI входа и еще 2 HDMI выхода, предназначенных для мультивью и программного вывода. При этом их можно перепрограммировать. Выход USB-C для подключения к ПК и потоковой передачи, Ethernet-порт для удаленного управления устройством при подключении к сети, уже упомянутый разъем Талли и разъем для питания. Сбоку видеомикшер имеет еще один USB-порт, но уже 2.0, который позволяет загружать графическое оформление с внешнего накопителя, логотипы, плашки, любые другие статичные изображения. А еще пользователь может отслеживать звук в реальном времени, благодаря возможности подключить наушники или динамики к аудиовыходу сбоку. Также 3,5 мини-джек. Первой деталью, которую я отметил для себя, была кнопка включения-выключения, которая, к сожалению, отсутствует у большинства других известных на рынке микшеров. Для наглядной демонстрации Avematrix в действии я подключу необходимое оборудование, 3 камеры и ноутбук. Каждый HDMI вход понимает любой формат в пределах от 480 интерлейсинг до 1080 прогрессив 60 кадров в секунду. Я приведу список поддерживаемых разрешений и частоты, потому что он довольно внушительный. Что же касается HDMI выходов, мультивью и программного, единственное поддерживаемое разрешение 1080 прогрессив или интерлейсинг. Микшер не выводит 720. Кстати, наличие одновременно 2 HDMI выходов – это уже огромный плюс устройства. Через программный HDMI выход можно вывести изображение на проектор или монитор, чтобы запустить, скажем, конференцию в месте проведения мероприятия.
У меня сейчас к нему подключен маленький накамерный монитор. А вот к мультивью я подключил монитор побольше. И хочу показать вам возможности мультиэкрана. В нижнем левом углу находятся 4 небольших окна, которые позволяют видеть все входящие HDMI источники в реальном времени. Выше окно предварительного просмотра, в котором мы можем подготовить изображение перед отправкой в эфир. К этому я вернусь чуть позже. А затем следует программное окно, изображение которого зрители видят непосредственно в прямом эфире. В мультивью также отображается уровень звука для каждого отдельного входа и общий программный. В правом нижнем углу размещена всякая рабочая информация. Выставлены текущие настройки по тому же звуку, настройки перехода при переключении источника сигнала, активные графические элементы и так далее. С мультиэкраном мы разобрались, пришла пора познакомиться с элементами управления видеомикшера. Одной из особенностей данного устройства является наличие 2 рядов кнопок, переключающих источник сигнала. Верхний ряд отвечает за переключение источника, который пойдет в прямой эфир, а нижний ряд отвечает за выбор источника сигнала для предварительного просмотра. Мы можем сперва выбрать камеру, на которую хотим переключиться. Благодаря мультиэкрану настроить изображение, например, наложив информационную плашку или добавив логотип. А уже потом, убедившись, что сюрпризов не будет, переключиться, отправив готовое изображение в эфир. Осуществить переход можно с помощью плавного T-бара. При этом скорость переключения управляется вручную, и при желании вообще можно проявить творческий подход. А эффект, с которым будет осуществляться переход, можно выбрать кнопками выше. Если нужен переход прямой с клейкой, то для этого справа от T-бара находится кнопка Cut. Кнопка Auto отвечает за тот же переход с эффектом, но уже с автоматическим режимом, с заданной скоростью. Скорость 1, скорость 2. Значения для этих кнопок можно выставить вручную в настройках. Об этом поговорим позже. Вообще AV Matrix, являясь видеомикшером, отлично справляется и с микшированием звука, поступающего как с 2 микрофонных входов, так и с HDMI входов. Микшер предоставляет возможность быстрого управления напрямую с помощью кнопок аппаратной панели. Выбираем нужный источник аудиосигнала и теперь можем включить его или отключить. Отрегулировать его громкость. А также есть такая функция, как Audio File Video, позволяющая включать звук только тогда, когда соответствующий HDMI источник активен. Далее расположена группа кнопок, отвечающая за кейнг. Цветовой, Chroma Key, используется для вырезания какого-то однородного цвета, как правило зеленого фона либо синего, но могут быть и другие цвета. Яркостный, Luma Key, вырезает черный фон, сохраняя при этом другие цвета. И Downstream Keying, или сокращенно DSK, то есть элемент управления для отображения самого внешнего слоя изображения. Может использоваться для вставки субтитров, плашек, логотипов или других изображений в живое видео. При этом слой DSK остается на экране даже после смены источника видеосигнала. К тому же есть отдельная кнопка, отвечающая за вывод логотипа, и возможность одновременно вывести до 2 картинок в картинке. Для экстренных случаев предусмотрены кнопки Mute, полностью отключающие звук, и Fade, которая помимо отключения звука уводит изображение в черное поле. Рядом с кнопками переключения источников сигнала находятся кнопки Pattern и Still. Первый отвечает за вывод на экран заготовленных изображений. Это могут быть самостоятельно загруженные картинки или шаблонные color-бары. Опять же, все настраивается. А кнопка Still отвечает за создание стоп-кадров. При этом можно как сделать стоп-кадр экрана предпросмотра, а уже потом его вывести в эфир, так и застопить изображение непосредственно в эфире. Ну и наконец мы столько говорили про детальные настройки. Меню настроек, что это такое и где оно находится. В правом верхнем углу аппаратной панели микшера есть небольшая ручка, при нажатии на которую на экране мультивью в правом нижнем углу, где раньше была рабочая информация, появится искомое меню. А вращая ту же ручку, мы можем по этому меню перемещаться. Нам не нужно подключать видеомикшер к компьютеру, чтобы настроить его работу.
Параметров здесь очень много, и чтобы подробно рассказать о них всех, потребуется немало времени, поэтому я остановлюсь только на самом главном. Меню разбито на вкладки, и первая из них – переходы. Здесь можно выбирать стиль перехода, степень размытия границы. Давайте где-нибудь посередине поставлю, чтобы это было лучше заметно. Настроить скорость для автоматического перехода. Следующая вкладка Upstream Key отвечает за настройки яркостного и цветового кейнга, а также функции картинка в картинке, где можно выбрать источник сигнала для дополнительного изображения, его размер. Всего доступно только 3 фиксированных размера отображения, а также расположение на экране. Помимо 2 картинок в картинке Picture in Picture, доступна функция картинка вне картинки Picture Outside Picture или POP. Почему-то под нее не вынесли отдельную кнопку на панель микшера, а доступна она только из меню. Вкладка Downstream Key и настройки соответствующей функции, а также здесь находятся настройки вывода логотипа. Можно подгрузить с внешнего накопителя сам собственный файл. Для этого вставим флешку. Отрегулировать его размер и положение, а также прозрачность. Обратите внимание, что каждая из этих функций – логотип, картинка в картинке, кейнги – имеют на пульте по 2 кнопки. Сперва их можно вывести на экран предпросмотра, настроить, а после, нажав соседнюю кнопку On Air или переключив источник, вывести в эфир. Во вкладке «Аудио», помимо тех функций управления звуком, что доступны непосредственно на аппаратной панели, находится полезный параметр «Задержка». Он позволяет при необходимости вручную синхронизировать любой из источников, что полезно, например, при подключении микрофонов в отдельные аудиовходы. HDMI имеет большую задержку, соответственно, появляется рассинхрон. Я сейчас подключил дополнительный микрофон в первый микрофонный вход. Мы его включим. И теперь, когда я буду говорить, будет слышен этот самый рассинхрон, как будто бы эхо. Но выставив правильную задержку для первого микрофона входа, она будет составлять приблизительно 120 миллисекунд, я уже проверял ранее, мы приводим в норму звучание с изображением. Выставление задержки, как вы можете видеть, доступно и для HDMI источников звука. Здесь же микрофонные аудиовходы можно переключить в режим линейных входов и использовать для подключения аудиомикшеров, плееров и так далее. А также в меню спрятаны настройки выхода на наушники, которые опять же для быстрого доступа можно было вынести отдельными кнопками на панель устройства, но, увы, этого не сделали. Вкладка Multiview позволяет под себя детально настроить отображение внешнего вида мультиэкрана. Следующая вкладка отвечает за организацию библиотеки мультимедиа. Именно здесь подгружаются собственные статичные изображения с внешних носителей в память устройства. А также можно сохранить в память стоп-кадр с любого из источников или программного сигнала. Далее, выбирая одно из изображений библиотеки, его можно назначить, например, на кнопку Pattern. Или использовать в кейнге. Во вкладке «Выход» настраиваются параметры выходных сигналов. Например, можно перепрограммировать HDMI выходы. И если мультиэкран – вещь незаменимая, то программный выход можно при необходимости переключить в режим вывода, допустим, одного конкретного источника.
Обратите внимание на то, что для выбора доступно два типа программного сигнала – обычный и чистый. Чистый позволяет выводить сигнал без графических элементов. Примечательный момент, что аналогичным образом можно настроить и USB-выход. Если же все-таки вам понадобится изменить тип сигнала, поступающий на Multiview выход, на панели микшера есть кнопка MV – Multiview, мгновенно возвращающая мультиэкран на место. Чуть ниже в меню доступны настройки частоты кадров как для программного сигнала, так и для Multiview. Настройки цветового пространства, а также настройки кнопок FTB и Mute. И последняя вкладка отвечает за системные настройки. Выбор языка – английский, китайский либо португальский, режим работы кулера, сброс настроек до заводских. Настройки сети, необходимые для работы приложения удаленного управления, ну и так далее. Само приложение можно скачать с официального сайта компании Avematrix. Ссылку оставлю в описании под видео. Правда, пока доступна только бета-версия и только на Windows. Установки программа не требует, так что ее, как Portable-версию, можно носить с собой на флешке. Для совместной работы необходимо подключить видеомикшер к сети. Для этого на нем есть Ethernet-порт. После чего нажать в приложении кнопку «Скэнинг» и пульт появится в списке. По функционалу приложение никаких дополнительных возможностей не дает. Дублирует полностью аппаратную панель и меню настроек. Более того, несмотря на наличие в меню опции загрузки изображений непосредственно с компьютера, в память устройства они так и не подгружаются и для выбора доступными не становятся. Если кому-то действительно необходимо удаленное управление, то такая возможность есть. А так, особой необходимости в этой программе вроде как и нет. Видеомикшер у меня по USB Type-C подключен к ноутбуку. Устройство не требует установки драйвера для определения компьютера, поэтому с ним сразу можно начинать работать. При этом по USB выдается сигнал в Motion JPEG кодеке с разрешением Full HD до 60 кадров в секунду. Я могу выбрать устройство как веб-камеру в настройках Zoom. И отображаться оно будет как Capture Video. И все. Мы готовы к запуску конференции. Микрофона тоже выбираю Capture Video и могу запускать конференцию. Переключение, соответственно, тоже работает. А могу завести сигнал в приложении для онлайн-трансляций. Например, OBS Studio. Или VMix, или любую другую. Создаем источник устройства захвата видео. И выбираем здесь Capture Video. Вот он, наш сигнал с видеомикшера. Можем добавить также микрофон. И после этого мы можем вести стрим на любую площадку: YouTube, Twitch, VK, Facebook и многие другие. Тестовую трансляцию с данного микшера и OBS вы можете посмотреть по ссылке в описании. Ну и когда трансляция закончилась, для завершения работы необходимо зажать кнопку выключения где-то на 3 секунды. В меню появится запрос на подтверждение выключения. Если при выключении монитор с Multiview не задействован, можно подождать 15 секунд, после чего микшер выключится автоматически, но мы пока этого делать не будем. В заключение поговорим о том, для кого этот видеомикшер. Основная целевая аудитория устройства – все, кто ведет прямые трансляции на YouTube и аналогичные площадки, онлайн-вебинары, лекции и тому подобное. Задействуя 1, 2, 3 или даже 4 камеры, видеомикшер даст отличный результат для HD-стрима. Благодаря возможности микшировать не только видео, но и звук, Avematrix будет хорошим решением для людей, делающих подкасты. Устройство практичное, эргономичное и хорошо подойдет не только для онлайн-трансляций, но и для офлайн-видеопродакшена. Одно из главных достоинств данного видеомикшера – возможность настроить каждый параметр точно под свои нужды. А еще наличие сразу 2 HDMI выходов и выхода на наушники. Удобное меню, реализованное прямо в самом устройстве. Меня действительно впечатлил Avematrix, и как я не старался найти хоть какие-то серьезные изъяны в его работе по сравнению с конкурентами, пока мне этого не удалось.
лишь незначительные, на мой взгляд, недостатки. Например, отсутствие на аппаратной панели кнопок управления функции Picture Outside Picture и аудиовыходом. Сырое пока приложение для удаленного управления устройством, а точнее основным недостатком в нем является отсутствие возможности подгружать изображение непосредственно с компьютера. Но я считаю, что это все мелочи. Пожалуй, самый большой минус, который имеет место быть – отсутствие данного видеомикшера в продаже на территории России. Да, у Avamatrix нет официальных дилеров или дистрибьюторов в России, и я надеюсь, что это временная проблема. Пока же купить устройство можно на AliExpress, и цена на него очень неплохая. На момент создания данного видеообзора она составляет около 42 тысяч рублей. Ссылку на магазин официального дилера брендов Avamatrix и Lilliput на AliExpress вы сможете найти в описании под видео. А у меня на этом все. Если у вас возникли вопросы по работе видеомикшера, обязательно задавайте их в комментариях, я постараюсь ответить. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если еще этого не сделали. Спасибо за внимание. Пока.